Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о том, как правильно подобрать витамины для цыплят, какие и в каких количествах. Вопрос применения витаминов возникает одним из первых при приобретении цыплят. Сейчас все понимают, что витамины живому организму очень нужны, что без них никак и никому нельзя обойтись, и что витамины надо обязательно давать всем, как людям, так и животных, в том числе и цыплятам. Давайте более подробно рассмотрим эту тему и разберемся, как правильно использовать и применять витамины при выращивании цыплят. Для того, чтобы лучше понять, зачем и в каких количествах необходимы витамины, давайте еще раз вспомним, какую роль они играют в живом организме. Итак, любой живой организм — это по сути великое множество биохимических реакторов, в которых происходят окислительно-восстановительные реакции. Окислительные реакции — это, попросту говоря, горение. Причем горение, которое происходит при температуре в среднем 37 градусов. Для того, чтобы эти реакции протекали нормально, необходимы вещества, которые бы обеспечивали этот процесс. В принципе, этим-то живой организм и отличается от других термодинамических систем, что химические реакции протекают в нем при температуре около 37 градусов, плюс-минус. Если в природе окисление органических веществ требует высокой температуры, достаточной для образования пламени, то в живом организме окисление происходит при температуре, как я уже сказал, около 37 градусов. Такая низкая температура для организма необходима, ведь при более высокой температуре, более 42 и выше градусов, наблюдается разрушение белковых молекул и организм гибнет. Наиболее наглядным примером разрушения или денатурации белков может служить превращение сырого яйца в вареное под влиянием высокой температуры. То же самое может произойти и с тканями человеческого или животного организма при температуре свыше 40 градусов. В процессе эволюции закрепились механизмы, позволяющие осуществлять важнейшие химические реакции при температуре 37-40 градусов. Все биохимические реакции являются каталитическими. Без сильных катализаторов при таких температурах они были бы невозможными. Биологическими катализаторами являются ферменты или энзимы. За каждую биохимическую реакцию в организме отвечает как минимум один фермент. Ферменты в организме образуются из коферментов, а сами коферменты образуются из витаминов. Каждый витамин, попав в организм, присоединяет к своей молекуле несколько молекулярных остатков свободных радикалов и превращается в фермент. Как видим, витамины выполняют в организме роль ускорителя биохимических реакций. С чем это можно сравнить? Например, вы растопили печку или камин, а дрова горят как-то слабовато. Сыроватые они, отсырели, под дождем, например. Чтобы дрова разгорелись интенсивнее, то можно подложить в печку какие-то вещества, которые ускорят горение. Например, можно плеснуть какой-нибудь горючей жидкости, которая бы вызвала более мощный огонь. И даже сыроватые дрова будут гореть. При этом можно, конечно, и печку взорвать, если не иметь опыта и понимания, как это делать. Вот так и с витаминами. Если бездумно их применять, то можно тоже нанести урон живому организму. Конечно, природа в процессе эволюции позаботилась о том, чтобы животные и птица были обеспечены витаминами в полной мере. Часть витаминов поступает с кормом, часть синтезируется в самом организме птицы. Плюс к этому птица еще где-то травку склюет или найдет какую-то другую пищу, в которой находятся необходимые организму витамины, макро- и микроэлементы. Это если она живет в естественной среде обитания. То есть, если птица живет в своей естественной среде обитания и имеет достаточно необходимой и разнообразной пищи, то в таком корме имеется достаточное количество всех необходимых веществ, в том числе и витаминов. Эволюция эволюцией, но современные реалии вносят свои коррективы. Во-первых, птица сейчас живет в совсем других условиях. Теперь птица, особенно та, которая на птицефабриках, живет в клетках, двигается значительно меньше, а значит и корм ей нужен совсем другой. А во-вторых, на все это накладывается еще тот факт, что современная селекция очень сильно поиздевалась над генотипом птицы. Современная селекция птицы направлена на то, чтобы из
организма птицы выжать максимум каких-то желаемых для человека продуктивных качеств. Больше мяса или яйца, например. И за очень короткий период времени все это нужно сделать, при этом используя минимум корма. Например, технология выращивания бройлеров имеет продолжительность всего 40-45 суток. Понятно, что для достижения таких результатов у птицы отселекционировали определенный обмен веществ, который позволяет достичь таких результатов за такой короткий период времени. А под этот обмен веществ создали и корм, которого в природе нет и быть не может. Этот корм, который называется комбикормом, содержит необходимое количество пластического материала в виде белков, жиров и углеводов, а также комбикорм сбалансированный по микро- и макроэлементам, а также и по витаминам. Комбикорма готовятся на комбикормовых заводах, причем для каждой возрастной группы птицы готовится свой тип комбикорма. И конечно же, что для бройлеров это один тип комбикорма, а для птицы-несушки совсем другой тип. Поэтому, если вы взяли птицу себе домой и не хотите морочиться с приготовлением корма, то лучший вариант это взять готовый специальный комбикорм. Сейчас их везде продают. Требования к комбикорму должны быть следующие. Комбикорм должен подходить вашей птице. То есть я уже упоминал об этом, что для несушек это один тип комбикорма, а для бройлеров это уже совсем другой. Обязательно обратить внимание на свежесть комбикорма. Следует помнить, что комбикорм обогащен витаминами, а витамины очень чувствительны к срокам хранения. Они достаточно быстро окисляются при наличии кислорода. В принципе, это касается и других составляющих комбикорма, но витаминов это касается особенно. Если в герметичном мешке комбикорм сохраняется достаточно долго, то в открытом мешке он хранится очень ограниченный период времени. Это зависит от состава комбикорма. Понятно, что при изготовлении комбикорма должны использоваться не только качественные витамины и добавки, но и другие составляющие должны быть также высокого качества. А что касается наличия, например, заплесневелости или прелости в комбикорме, то это вообще недопустимо и не обговаривается. Как правило, комбикормовые заводы, которые имеют хорошую репутацию, эти требования выдерживают. Но после изготовления комбикорм идет в продажную сеть, и его качество зависит от того, как и сколько он там хранится. Например, вы приобрели цыплят весной, а комбикорм был завезен еще полгода назад, прошлой осенью, не продался, и целую зиму он хранился где-то в дальнем углу склада у дистрибьютора. Может, условия хранения были и хорошие, а может быть и нет, кто его знает, что там было на том складе. Поэтому чем свежее комбикорм, тем лучше и безопаснее для вас. Ведь если комбикорм будет иметь какие-то критические параметры по качеству и вам сделают скидку, то это не тот случай, где скидка очень важна. В таком случае вы сэкономите какую-то копейку, а потеряете в разы больше. Конечно, надо брать комбикорм подешевле, но не за счет низкого качества. Обязательно проанализируйте цены, а то может быть так случится, что этот комбикорм окажется для вас золотым. Да, еще момент, никогда не берите комбикорм на развес. Старайтесь никогда не брать, или чтобы при вас открывали мешок. А так берите комбикорм только мешками, чтобы быть уверенным, что там тот комбикорм, который заявлен в этикетке производителя. Вы спросите, а можно обойтись без комбикорма? Конечно, можно. Хотя выйти на запланированную селекцию и продуктивность вам вряд ли это удастся. И себестоимость единицы продукции у вас выйдет значительно дороже, чем на специализированных птицефабриках. Но, тем не менее, сбалансировать корм по силам и самому. Обязательно в таком случае надо самостоятельно вводить в корм витамины и добавки. Сейчас витаминно-минеральных комплексов тоже очень много, и причем хороших. Можно давать самые простые витамины, например, витамин Тревит. Это классика, уже много лет используется. Сюда входят и такие витамины, как А, Д и Е. Это наиболее востребованные организмом птицы витамины для роста цыплят. Но это уже вчерашний день. Лучше всего давать цыплятам комплексные витаминно-минеральные добавки. Они сбалансированы и по витаминам,
и по аминокислотам, микро- и макроэлементам. Например, кальфостоник, биотан 3Z или чиктоник – это первое, что пришло мне в голову. Но еще раз повторюсь, что сейчас на рынке их выбор огромен. Витамины лучше или выпаивать с водой, или задавать с кормом. Инъекционные витамины цыплятам, с одной стороны, то и не дашь, так как это неудобно, да и нет такой надобности. А с другой стороны, применение инъекционных витаминов более показано уже при лечении тех или иных заболеваний, да и то не у цыплят. Принцип выбора витаминно-минеральных комплексов должен быть следующим. Это проверенный производитель и минимальная цена. Опять же, берите витамины только в заводских фасовках. Не берите кустарную фасовку, так как завод-изготовитель фасует витамины на специальном оборудовании, в определенных условиях и в специальную тару, чтобы обеспечить их длительную сохранность и качество. Кустарная фасовка, к сожалению, этого обеспечить не может. Поэтому я бы очень осторожно относился ко всяким аптечным наборам. Итак, резюмируем, что дополнительное введение витаминов цыплятам в рацион в раннем возрасте необходимо, так как в современных условиях в организме птицы всегда наблюдается витаминный дефицит. И подход здесь должен быть следующим. Или кормить специализированным комбикормом, или дополнительно вводить в приготовленный в домашних условиях корм моновитамины, но лучше всего применять поливитамины. В них подобран необходимый баланс не только витаминов, но и всех необходимых недостающих аминокислот, микро- и макроэлементов. Дачей витаминов вы принесете цыплятам только пользу, если будете применять их согласно инструкции. Цыплята вырастут значительно быстрее и будут значительно устойчивее к различным заболеваниям. Как правило, курс применения витаминов 2-4 недели. Выращивайте свою птицу правильно, и вы получите всегда хорошие результаты. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим цыплятам, и до новых встреч!